Кара Мия, Мартиша, это роза для тебя. О нет, пожалуйста, только не это. Я создала новую камеру пыток. Хочу опробовать ее на тебе. Уэнсдей, где ты была? Нигде. Всем привет, с вами Бига. Я наконец-то вернулся, и с очень хорошей новостью сегодня будет обзор на сет из двух кукол Уэнсдей и Мартиша Адамс, новый Monster High Collector. Коробки коллекционных Monster High состоят из двух частей. Снимаем две половинки и можем посмотреть на куколок. А вот и королева тьмы Мартиша. Эти куклы просто потрясающие, обошлись они мне в $90, приобрел я их на сайте Mattel Creations. И мне повезло только на второй день, потому что в первый день их раскупили за 7 минут, представляете? Первая коробка-обложка этого сета состоит из очень красивых глянцевых фотографий самих кукол, глянцевой паутинки и объемной надписи «Семейка Адамс». Кстати, набор этих кукол посвящен именно анимационному мультфильму про семейку Адамс. Это официальная коллаборация Monster High с киностудией MGM. На коробочке мы как раз таки видим их золотой логотип. Также эта киностудия выпустила сериал о Wednesday. I dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Вы думали, в этом видео будет без этой песни? Тут же Wednesday! Гремит гром, полная луна, фамильный дом монстр, чудовищные врата. Самое время, чтобы отправиться матери и дочке на сеанс к своим покойным родственникам. Уэнсдей еще не пришла. Монстряшки в любое время года могут принести жуткую атмосферу Хэллоуина. Сбоку мы видим, как мать главенствует над своей дочерью, и если приглядеться, то на этих промо-фото использованы прототипы кукол, то есть их самый первый вариант. Открывая коробочку, мы видим, что Мартиша и Уэнсдей ждут гостей в коридоре своего чудовищного замка. Мне нравится, как дизайнеры Mattel продумывают каждые детали и дают пасхалки на сам проект. Здесь у нас реальный коридор с мультфильма. Даже есть чудовищное растение по кличке Клеопатра. Не спеши, Клеопатра. Если мой африканский душитель подавится, я расстроюсь. О, Мартиша, Кара Мия, это роза для тебя. И для вас, мои дорогие друзья, можно снять защитный блистер, чтобы рассмотреть куколок поближе. Кстати, на фоне я заметил печать, что куклы 2023 года. Также снимается картонная подложка с куклами. С обратной стороны сертификат подлинности и подставки. Угрюмая Уэнсдей придумывает новую пытку для своего младшего брата Паксли. Ладно. С обратной стороны из описания на коробке мы узнаем, что мы приглашены в гости к Адамсам. Но будьте осторожны, вы можете оказаться ужином в этой семейке. Эта семейка хоть и странная, но зато они очень гостеприимные, поэтому давайте поскорее познакомимся с Мартишей и Уэнсдей. Будем откреплять куколок. Как вам мой новый лук? Ставьте лайк. Вот она, наша девочка Уэнсдей. Она такая милая и маленькая. Моя первая коллекционка с коллектор на теле младшей сестры, как у Хаулин и Твайлы. Для меня Уэнсдей намного лучше, чем близняшки Грейди, парочка Чаки и, конечно же, Аннабель. Хотя у них вот похожая прическа из двух косичек. Если ты выживешь у нас в гостях, я могу скормить твои мозги Сократу. Он как раз любит извилины, которые ни о чем не думают. Ну нетушки, Уэнсдей, мне мои мозги нужны. По крайней мере, на этот обзор точно. Паксли, я создала новую камеру пыток. Хочу опробовать ее на тебе. Где же ты, братец? Пока Уэнсдей наслаждается мучениями своего брата, мы откроем Мартишу. У Мартиши такие маленькие женственные ручки. Молот использовали, как у Клодин базовой. Очаровательная Мартиша Адамс. У нее такие длинные волосы. Мне это очень нравится. И, конечно, она мне напоминает с коллектор Эльвиру. Наконец-то дочь и мать вместе. Давайте посмотрим на них поближе. Начнем с малышки Уэнсдей. Черные волосы Уэнсдей заплетены в фирменные косы. Мне нравилось, что в мультике кончики ее косичек были заплетены в висельницы. По виселицам я специалист. У куклы это густые косички.
с красивым пробором и хорошей прошивкой. Угрюмые густые брови, дымчатые сиреневые тени с серебряной подводкой, в сиреневых глазках блик в виде ядовитого паучка. На щеках румяна, носик-курносик, на губах дымчато-пурпурная помада. В ушках сережек нету. У Венсдей убийственный взгляд. Это какой-то новый взгляд. У Мартиши блики в виде гробиков, потому что ее имя означает «гробовщик». Молд лица новый 2024 года. Маленькая любительница пыток одета в классическое черно-белое платье с белым воротником. Маленькое черное платье — это же классика. Платье с пышными сетчатыми рукавами-фонариками и атласными манжетами. Платье с принтом черепков, и среди них можно заметить монстряшный черепок с бантиком. А еще есть декоративная пуговичка на груди. Для объема у платья есть шелковый подол. Платье снимается на липучке. Внутри пришита бирка Monster High Collector «Семейка Адамс». Платье сшито в 2024 году. Ярким акцентом в образе Уэнсдей является ее питомица-осьминожка по кличке Сократ, который с помощью своих щупалец держится как сумочка через плечо. Сократ. 8 ног, 9 жизней. Несмотря на то, что в мультике Сократ это мальчик, Знакомьтесь, Сократ. у этой осьминожки явно девчачий взгляд с ресничками. «Кала Мэри, это ты?» Изнутри на щупальцах промолдирована каждая присосочка. Шикарные сапоги Уэнсдей с родственниками Адамс вместо каблука, рукой вещью и кузеном Оно с цилиндром. Также на подошве есть символы, среди которых живое дерево Пикабот, на котором Уэнсдей часто сидела в мультике. Пикабот, скорее, опускай ветви! Это определенно мой фаворит среди новой коллекционной обуви Monster High. Рука на подошве в помощь, если вдруг зачесалась нога. На подошве также промолдирована паутинка, паучок, червячок и деревце. Сапоги с ремешками и черепками. Вам кто больше нравится, рука-вещь или забавный волосатик Оно? У Мартиши длинные черные волосы, и я сделал ей шиньон, как у Эльвиры. Он ей к лицу. По материалу это саран, поэтому их можно помыть, и они станут еще лучше. На бледном скинтоне очень хорошо смотрится готичный макияж. В мультфильме она делала его из праха своих родителей. На щеках поблескивают румяна. На губах невероятно красивая темно-кровавая помада. Молд головы так же, как у Уэнсдей 2024 года. Мрачное платье Мартиши состоит из двух материалов. Это тонкая черная ткань, поверх которой пришита черная сеточка, как паутинка. Сетчатые разорванные рукава и монструозный подол платья, как лапки паучка. Одну минуточку. К платью пришита бирочка Monster High Collector. И оно подтверждает оригинальность этого платья, что оно как в мультфильме. Сверху серебристое украшение из бус с розой по центру. Спереди свисают садовые ножницы, чтобы срезать бутоны с роз. А сзади серебряный паучок. На безымянном пальчике красное колечко в форме гробика с сердечком. Такое же было у Дракулауры Хаунд Кутюр. Это ее обручальное кольцо. А в другой руке Мартиша держит шипастую розу с испуганным бутоном, который снимается. Из-за того, что ножницы выполнены из прорезинового материала, она вполне может держать их у себя в руках. О нет, пожалуйста, только не это. Кстати, крепится украшение для платья на вот такой застежке с черепком. И его не так-то просто снять. Я думаю, вы заметили красный маникюр на женственных ручках Мартиши, но это еще не все. Это первая кукла Monster High с педикюром. Он у нее тоже кроваво-красный, под ноготочки. Педикюр отлично подчеркивает босоножки с шипастой лозой, а каблук в виде стебля с листочком, на одном из которых вырос прекрасный бутон розы. На щиколотке тоже есть шипик, как на розах. На подошве закрученная шипастая лоза. Обожаю шедевриальную обувь коллекционных Monster High. Эти туфельки – очередное произведение искусства. Я рада. Рост у Мартиши, как у старшей сестры Monster High, но тело использовали от Эльвиры, раз уж оно датировано 2023 годом. Единственное, что я считаю недостатком этих кукол, это то, что у них нету сережек. Мне кажется, у Уэнсдей подошли бы паучки, а у Мартиши хорошо бы смотрелись гробики или розочки. А еще у них просто офигенные волосы, но в комплекте нет расчесок. Зато есть две монстряшные подставки для кукол. Спасибо, Mattel. На основе подставок надпись «Фонд Ти и Чарльза Адамсов». Чарльз – известный карикатурист.
Друзья, у меня такое ощущение, что Дракулаура и Мартиша родственные души, у них даже один кровавый оттенок помады. Мамочка, ты нашлась! Розовый цвет — это первый шаг к падению. Кара Мия, Мартиша, это роза для тебя. Будто он здесь лишний. Друзья, пишите в комментариях, понравился ли вам новый набор с коллектор по семейке Адамс. Пусть эта семейка и странная, не нужно их осуждать за то, что они другие. Другой. Это то, что означает вторая «д» в слове «Адамс». Пусть видом напугаем, но мы ведь точно знаем, что это Адамсов семья. Ведь мы все одна большая семья, и эту розу мы с Мартишей хотим подарить вам. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравился этот обзор. С вами был Бига и обзор на Wednesday и Мартишу. Увидимся в новых видео. Всем пока!